Те, кто смотрел мою расшифровку козла, знают, что мультик представляет из себя хронологическую прямую, двигаясь по которой мы придем к дате начала апокалипсиса. Для движения по этому лучу времени нам необходимо отслеживать образование новолуний в созвездиях, изображения которых зашифрованы в кадрах козла. Как вы знаете, используя такой астрономический метод расшифровки, двигаясь таким образом, шаг за шагом, мы приходим к новолунию 25 октября 2022 года, которое еще являлось и солнечным затмением с рождением рогатого Меркурия, созвездием Девы. Я считал, что именно это небесное явление изображено вот в этой сцене козла. На основании этого момента и других отсылок я ошибочно полагал, что катастрофа начнется 1 ноября. Почему я допустил такую ошибку? Почему события не произошли в это время? Может быть, те, кто стоят за этими планами, их отменили, изменили, перенесли? Нет, это именно я ошибся, и сейчас я вам покажу, в чем и почему. Перед собой вы видите отрезок конца хронологической прямой, представляющий собой 3 новолуния подряд. Следующим шло новолуние от 25 октября 2022 года, о котором я уже упомянул. И естественно, я подумал, что вот в этой сцене рождения изображается именно это новолуние с рождением рогатого Меркурия. Это небесное явление идеально сыграло роль отвлекающей цели для того, чтобы пустить меня по ложному следу. То, что показано в козле в сцене рождения, идеально соответствовало тому, что происходило на небе 25 октября 2022 года. В реальности же, как оказалось, создатели козла новолуние 25 октября 2022 года умышленно пропустили и не показали. Более того, они даже следующее новолуние от 23 ноября тоже не показали, а сразу перескочили из сентября в декабрь, показывая рождение совершенно другого небесного тела в декабрьский отрезок времени. Так давайте разберемся, что же на самом деле они нам показали. Что за небесное тело родится и в какое время. Вот это созвездие Змееносец. Оно делит созвездие Змеи на две части. Голова змеи и хвост змеи. Как вы видите, эти два созвездия имеют сложную форму. Приведу вам примеры того, как эти два созвездия ранее изображались в шифровках. Вот так в клипе Леди Гаги. Вот так в козле. Также напоминаю вам, что голова созвездия Змея находится прямо у ног созвездия Дева. И именно это созвездие описано в главе 12 Апокалипсиса Иоанна под именем Дракон, Древний Змей, Дьявол и Сатана. Именно он хотел съесть планету Юпитер, которую родила Дева 23 сентября 2017 года, в период Великого Небесного Знамения, описанного Иоанном. Теперь посмотрите, как змееносца и змея изобразили в финальной сцене козла. Вот созвездие Змей, он же Дьявол, он же Сатана. А вот и созвездие Змееносец, пещера, из которой рождается персонаж с внешностью Христа. Я уже показывал, что ранее в козле он изобразил и комету, и вулкан. Но кто он в данном случае? Кто рождается в созвездии Змееносца? Какое небесное тело? Давайте смотреть на звездную карту. Да это же Солнце, которое на сегодняшний день уже вошло в созвездие Змееносца и, пройдя через него, окажется в Стрельце. Стрелец, как и Змееносец, очень сложное созвездие для изображения его очертаний при помощи образов. Напомню вам из своей расшифровки козла, как они его изображали.
это важно и нужно. Вот в этой сцене они разделили его на две составляющие. Латинские буквы L и C, а также цветок на двух стеблях. И что мы видим в финальной сцене? Мы видим, что после рождения из пещеры, а точнее из созвездия Змееносца, персонаж в образе Христа, Солнце, в небесном чертоге оказывается среди таких же водных лилий, которая показана в начале козла. То есть это изображение того, как Солнце, родившись из созвездия Змееносца, оказалось в созвездии Стрелец. Все как на звездной карте. Когда будут происходить эти звездные события? Очень важно знать, какой момент для создателей козла является завершением рождения Солнца в Змееносце. Предполагаю, что это момент выхода Солнца за границу созвездия Змееносец. Уж точно не позднее. Солнце выйдет из Змееносца к 19 декабря. Почему это важно? Дело в том, что в Козле показано, что вспышка в небе произойдет до рождения, то есть до 19 декабря. Я не знаю, как будет на самом деле, но показывает именно такую очередность. Далее. За миг до рождения происходит мощнейшее землетрясение, возможно из-за взрыва вулкана. Когда Солнце будет находиться в Стрельце, вместе с ним в этом созвездии будут находиться Меркурий и Венера. Максимальное сближение друг с другом они достигнут 28-29 декабря. Это сближение можно воспринимать как символ объединения мужского и женского начала. Результатом такого объединения является новая жизнь, рождение ребенка. Именно поэтому на небесном чертоге Солнца мы видим две линии ДНК, которые объединяются в одну. То есть вот в этой сцене, в этом моменте мы видим, как в конце декабря 2022 года Солнце, Венера и Меркурий находятся в созвездии Стрельца. И именно поэтому, когда персонаж открывает глаза, его глаза горят огнем, так как в этот момент он изображает Солнце. А то свечение, на которое он смотрит и которое находится над созвездием Скорпиона, это не Солнце, как я думал раньше, а именно та самая вспышка, о которой я вам так много говорил. И мы можем видеть в Козле, как из эпицентра этой вспышки на Землю летят метеоры. Именно там, в этой части звездного неба, сейчас находится и будет находиться в ближайшее время комета Леонард. После взрыва комета будет окончательно уничтожена. Вот почему в этот же момент нам показывает, как венец на голове Христа, а на самом деле орбита кометы вокруг Солнца исчезает. Естественно, что предупреждение с указанием на отрезок времени, в течение которого должны начаться катастрофические события, содержится не только в Козле. Вот свежий пример из конца ноября. Когда я в первый раз увидел эту обложку, я сразу подумал о руке Скорпиона и о комете в ней. Мои постоянные зрители меня поймут. Но вот этот журавлик оригами портил всю картину. Было понятно, что он тут не случайно. Спустя время я додумался, что он показывает. В данном случае они изобразили не руку Скорпиона, а опять часть созвездия Стрелец, которую уже показывали в Козле. Вот смотрите. Кадр из расшифровки, где рука – это часть созвездия Стрелец, а яйцо – это созвездие Южная Корона. Также и здесь рука изображает часть созвездия Стрелец, а перепелиное яйцо напоминает Солнце в одном из спектров наблюдения за ним. А что же журавлик? А напротив созвездия Стрелец, как раз напротив этой руки, находится созвездие Журавль. Обратите внимание на черный цвет руки и оранжевый цвет фона. Это отсылка к Солнцу и Луне. Вот и разгадка.
Вся эта картинка на обложке журнала показывает новолуние 23 декабря 2022 года, когда Солнце и Луна будут находиться в созвездии Стрельца. Так заранее, за 1 месяц, они опубликовали предупреждение, которое указывает на тот же промежуток времени, что и Козел. Кстати, о цифре 23. Попался вот такой момент в фильме «Отряд самоубийц». Такое впечатление, что при помощи этих пуль показали метеоритный дождь. Что мы имеем в итоге? Есть отрезок времени, который начался во время рождения рогатого Меркурия в Хэллоуин и День мертвых, и продолжается сейчас. В течение этого времени уже началось извержение главного гавайского вулкана впервые с 1984 года. Если опираться, например, на этот постер, на котором замаскировано цунами, то, как видите, этот отрезок времени заканчивается католическим Рождеством 24 декабря. Мне неизвестно, какого числа в декабре произойдет вспышка и взрыв вулкана. Может быть завтра, а может быть в ночь с 23 на 24. Понятно одно, что речь идет о декабре. Также напоминаю вам, что в Козле, вот в этой сцене, показано 1 января 2023 года, и как США входят в этот год, потеряв один штат и с затопленным городом Сан-Франциско.